Приветствую вас, мои дорогие! Меня зовут Людмила Шпакова, и вы на моем канале «В потоке». И сегодня у нас с вами будет еще один прекрасный разбор с места силы, с Мальдивских островов. И название к нему звучит так: «Чувство из глубины его сердца». Где же еще, как не в роскошных местах Земли, где сам океан дает нам энергию для наших потоковых просмотров, мы можем с вами узнать чувства человека. Я думаю, что наиболее ярко, наиболее глубоко мы сможем их посмотреть именно здесь. Итак, у нас с вами будет 3 позиции. Ну и, мои дорогие, я думаю, вы понимаете, что на острове я нахожусь не одна, да, на заднем плане могут проходить люди, пролетать гидропланы, проезжать какие-то лодки, яхты. Пусть это все не беспокоит вас, пусть это все будет. Мир вокруг нас с вами живой, да, давайте позволим ему просто быть. Итак, перед вами 3 позиции, пожалуйста, выберите одну из них и загадайте, да, загадайте одну из них. И мы с вами сначала сделаем сигнификацию на ситуацию между вами. Да, я думаю, что так будет лучше, вам будет удобнее ориентироваться, когда вы поймете, да, что ситуация совпадает. Если сигнификация совпадет, тогда вы слушаете дальше. И дальше мы с вами узнаем, кто же вы для этого человека, как он вас видит, для чего вы ему вообще, да, нужны, для каких целей. И, конечно же, посмотрим чувства из глубины его сердца. Извините меня, пожалуйста, что я не приготовила какие-то ориентирчики, да, пока еще не было такой возможности, но обязательно поищу какие-то ракушки, поищу цветочки для того, чтобы вам поставить эти ориентиры. Итак, надеюсь, что вы загадали, да, 2, 3 идут у нас в ожидание, и мы начинаем с единичек. Итак, что же между вами, дорогие единички? Так, ну, вот смотрите, мне говорят о том, что возможно, кто-то из вас не свободен, да, то есть находится в браке. И может быть здесь даже такая конфигурация, когда вы находитесь в браке, а мужчина свободный, да, и этот мужчина очень хотел бы, может быть, соблазнить вас, может быть, действительно вступить в какие-то серьезные отношения с вами, потому что здесь показывается отсутствие выбора именно с вашей стороны, как будто бы вы не можете выбрать этого человека. Но, в принципе, допустимо, если у вас вообще четырехугольник, да, присутствует, то есть и он не свободен, и вы не свободны. Просто здесь как будто бы от вас больше зависит, да, будут ли эти отношения куда-то развиваться или не будут. Значит, в данный момент мужчина ушел в холод. Мужчина ушел не то чтобы в игнорирование, а как будто бы он молчит, и как будто бы он обдумывает какие-то обстоятельства, какую-то ситуацию. Мужчина вспоминает о вас, то есть это прям видно, да. Мужчина вспоминает о вас и как будто бы, знаете, принимает вот это отсутствие выбора. Типа того, что, ну, она не могла поступить по-другому или она не может поступить по-другому. Вот с какой-то позиции такой думает здесь мужчина. Значит, между вами отношения по дьяволу и по влюбленным. Это запретные отношения. Это отношения, которые нельзя
демонстрировать миру, нельзя превратить во что-то официальное, да. Эти отношения не могут, вот, находясь на сегодняшней стадии своего развития, перейти во что-то большее, да, перейти, например, в брак или совместное проживание. Вот, вас друг к другу очень сильно тянет, у вас взаимное притяжение, вы об этом знаете. То есть это не из разряда, что вам нравится мужчина, а вы ему где-то по боку, да, и вы страдаете в одиночестве. Нет. Здесь мужчина тянется к вам, вы тянетесь к мужчине, и эти отношения реальные отношения. Здесь, скорее всего, не связь по интернету, не связь через расстояние. А во всяком случае, вы виделись, вы встречались, вы держались за руки. Это реальные отношения, которые случились между людьми. Может быть, слишком поздно. Да? То есть, на самом деле, карты показывают достаточно чистые отношения, чистое притяжение друг к другу и какое-то настоящее отношение, настоящее доброе отношение. Я не вижу здесь какого-то серьезного использования, да. Вот. Здесь люди тянутся друг к другу, и обстоятельства, да, некие не позволяют вам быть вместе, говорят нам карты. Именно поэтому здесь связь по дьяволу, да, то есть запретная связь, которая невозможна в реальном мире. Ну и, может быть, вы поругались с вашим мужчиной, а может быть, вы поговорили о том, что нужно все это заканчивать, нужно прекращать, о том, что все равно ничего не выйдет, да, зачем мы мучаем друг друга. И именно поэтому он ушел здесь в тишину. Потому что здесь по 8 кубков идет такой, знаете, очень грустный уход из отношений, вынужденный уход. Когда вы оба не хотите ничего разрывать, не хотите ничего прекращать, но это сделать нужно, да, в силу каких-то обстоятельств. Хорошо, смотрим дальше. Сюда поставлю пультик, чтобы ничего у меня не улетало. Потому что ветерок, как вы видите, немножечко больше копошусь, вы уж меня простите. Итак, ну давайте посмотрим, кто вы для этого человека, кто вы для него, для чего вы ему вообще нужны, кто вы. Любовь. Такая трогательная на самом деле история вырисовывается у нас сегодня. Вы для этого человека любовь. Любовь, которая, ну, во-первых, трансформировала его жизнь, заставила его повзрослеть. Как будто бы, знаете, вы научили этого человека по-другому смотреть на вещи, по-другому смотреть на людей, может быть. Как будто бы благодаря вам он стал менее злым. Здесь такая интересная идет, интересное определение. Значит, кто вы для него? Вы для него очень важная женщина, которая его трансформировала, которая его научила быть взрослым, которая даже через расстояние, да, возможно, вы сейчас на расстоянии находитесь, вот, а может быть, расстояние здесь считывается как возраст, может быть, у вас есть разница в возрасте, значит, которая даже через расстояние может то ли помогать, то ли как-то его поддерживать в определенных жизненных ситуациях. Понимаете, вот он говорит о том, что она может быть не рядом со мной, но я всегда чувствую ее поддержку, я всегда чувствую ее тепло и какую-то руку помощи. Вот здесь вот прям такое ощущение, что вы этого человека откуда-то вытащили.
Может быть, из его личных переживаний, может быть, из какой-то тяжелой ситуации жизни. Вот вы его вытащили, и он ощущает огромную благодарность вам. И эта благодарность, да, это не благодарность как к другу, это действительно благодарность к любимой женщине, которая дала какой-то новый смысл жизни этому человеку. Вы для него любовь, но любовь, которую невозможно превратить в брак. Любовь, которая невозможна, говорит он. Кармический человек вы для него, потому что такое ощущение в одной из прошлых жизней, может быть, прямо в прошлом воплощении, вас разлучила смерть с этим человеком. То ли вы проходили какие-то регрессивные практики и знаете об этом, то ли идет какая-то чувствительность, да, в отношении друг друга. И вас всегда преследовал какой-то страх разлуки с ним. Вот только вы начали встречаться, только вы начали общаться, да, вы уже боялись его потерять. Может быть, и он также боялся вас потерять, да, это происходит, то есть вы боялись потерять вот прям патологически сильно. Это происходит, когда в прошлом воплощении люди встречались, их разлучили какие-то тяжелые обстоятельства, да, и некая такая память души сохраняется об этом, когда ваш мозг еще ничего об этом не знает, да, а вот в памяти души эта информация записана. И тогда вы на интуитивном уровне, на уровне души боитесь потерять человека уже в этой жизни. Вот у вас происходят такие вещи. Значит, вы для него очень важная женщина. Вы вырастили человека, вы научили по-другому смотреть на мир. Вы для него любовь, но он также понимает, что это невозможная любовь. Это любовь без результата. Без результата, который можно как-то проявить в мире. Я бы так сказала. Хорошо, хорошо. Сегодня у нас показывают удивительные, красивые вещи. Давайте посмотрим чувства из глубины его сердца. Немножечко я поправляю все. Чувство из глубины его сердца. Двойка кубков, дьявол, король кубков. Слушайте, ну вот десятка кубков. Для тех, кто хоть немножко понимает карты Таро, да, хоть немножко может считывать информацию из потока, я думаю, что название арканов очень о многом скажут. Императрица и Иерофант. Что я вам хочу сказать? В глубине сердца этого человека огромная, очень сильная, очень осознанная, принятая им самим любовь к вам. Этот человек действительно, безусловно, любит вас. Значит, но у него также есть ощущение собственной какой-то недостойности, если так можно сказать, вас. Понимаете, вот вы для него великая женщина. Здесь идет какое-то преклонение перед вами, перед вашими качествами. Вот он говорит: люблю, люблю, по-настоящему люблю. Понимаешь, как я люблю тебя, моя дорогая? Он говорит о том, что вы являетесь его дьяволом, что вы проникаете в самое сердце его, понимаете? И здесь разговор о дьяволе – это не разговор о каких-то, это не разговор о страсти, и это не разговор о каких-то низменных потребностях. Нет, здесь притяжение по дьяволу, оно возведено в какое-то другое измерение, если так можно сказать. Вот, значит, человек говорит о том, что он любит вас. В глубине сердца есть любовь, в глубине сердца есть страсть, притяжение, в глубине сердца есть
понимание того, что рядом с вами этот человек чувствует себя счастливым, чувствует себя влюбленным и любимым, что самое главное, человеком. Вот. И он говорит о том, что эта любовь настоящая. Она невозможная, но она настоящая. Из разряда, когда люди слишком поздно встретились, к сожалению, да, но любовь ведь не обманешь, да. Может быть поздно, может быть не вовремя, да, когда присутствуют другие люди, когда присутствует целая созданная жизнь, да, между людьми. Но мы не можем обмануть любовь. Мы не можем обмануть чувства, которые приходят, пусть даже не вовремя. И вот об этом он говорит. Вы понимаете, в глубине его сердца настоящая любовь, и опять он говорит, которая невозможна. Которая невозможна в реальности. Вы его императрица, которая, к сожалению, ему не может принадлежать. Императрица – это высшее представление о женщине, да, когда человек преклоняется перед вами. Он говорит, ты тот самый ресурс, который я искал всю свою жизнь. Да? Но, к сожалению, императрица здесь ему не принадлежит, да? Не его императрица. Вроде как он хотел бы, чтобы вы были его императрицей, но это невозможно. Ну, конечно, здесь безумно красивые энергии приходят к нам через карты Таро, я думаю, через Индийский океан в том числе. Безумно красивые энергии любви, невозможности этой любви и принятие того, что вот все так, как оно есть. Понимаете? Мужчина вас любит. По дьяволу хочу сказать сразу, вряд ли вам удастся оборвать эту связь вот так вашим волевым решением. Да? Все равно через какое-то время вас снова притянет друг к другу магнитами, и будете вы проходить все эти круги, то ли ада, то ли рая, да, бесконечно много раз. Ну, вот такие у нас сегодня чувства по первой позиции. Я благодарю вас, единички. Мы будем двигаться дальше. Сделаем. Двоечки. Что между вами? Так, что-то такое произошло. Бумерангоподобное, назовем это так. Что-то произошло не очень положительное. Давайте смотреть. Здесь говорят о том, что вы яркая жезловая женщина, и я вас очень прошу, масти, таро не нужно присовокуплять к каким-то знаком зодиака. Это энергии, в которых вы находитесь, в которых вы можете находиться сейчас, в данный момент времени, да? Или же вы живете в этих энергиях. Так вот, нам говорят о том, что вы жезловая женщина, и неважно, какого знака зодиака, да, вы можете быть как тельцом, так и овном, как львом, так и девой, да, и в то же время вы жезловая. Вы очень активная. О чем это? Вы активная, вы достигатор по жизни, вы женщина, которая делает себя сама, вот с каждым шагом жизни вы делаете себя самостоятельно, да, продолжаете развиваться, продолжаете зарабатывать, продолжаете, может быть, да, обеспечивать свою семью, помогать своим детям и так далее. То есть очень много забот и хлопот лежит на вас, лично на вас. И что интересно, да, вы человек, вы вот стали жезловой женщиной, а были кубковой девочкой. То есть когда-то вы были очень доверчивой, мягкой, нежной, принимающей, но
очень много раз вас обманывали в этой жизни. И вы поняли для себя, что никто, кроме вас, да, ну, во-первых, не обеспечит ваших детей, не заработает денег, не выстроит какой-то бизнес или не оплатит какие-то платежи. То есть вы это для себя поняли и, ну, как бы, знаете, вырастили в себе, наверное, жезловую королеву и стали ею. Деваться вам было некуда, не по собственному желанию это произошло. Вот, значит, а мужчина здесь такой, знаете, перевернутый кубковый король, который то он медитирует, то он пишет стихи, то он играет на гитаре. Возможно, это какой-то творческий человек, ему постоянно нужно какое-то вдохновение. Он очень капризный, он говорит о том, что сегодня у меня есть настроение, завтра нет. Сегодня он может признаваться вам в любви и падать на колени, а завтра у него нет настроения, и поэтому он может вас оскорбить, унизить, игнорировать ваши сообщения. Здесь человек настроения. То есть мужчина – это человек настроения. Вы человек дела, который это дело делает, создает, да, и не перестает создавать ежедневно. А мужчина, ну, такой весь романтичный герой. Я очень талантливый. Мой талант нужен этому миру. Да, ну вот почему-то сегодня мне не хочется ничего делать, и завтра не хочется ничего делать. Ну ты мне принеси, почеши мне спинку, ну давай станцуй танец живота. Может быть, да, я немножко развеселюсь. Вот, то есть очень такая своеобразная пара, да, из вас с этим мужчиной. Он не приносит в вашу пару, да, если эта пара действительно реальная, и если вы встречаетесь или живете вместе, то здесь мужчина точно не добытчик. Он не приносит денег, он не приносит какого-то благополучия финансового, да, все это делаете вы. Вот, а значит, мужчина все время находится в жертве. Я бедный, несчастный, помогите, спасите, решите за меня какие-то вопросы, какие-то проблемы. Ну вот как-то так нам вас показывают, да. Кстати, между вами может не быть таких серьезных отношений, вы можете реально просто или встречаться, или переписываться. Здесь или ваши отношения вышли из дружбы, может быть, работали вместе, или это отношения, которые только начинаются, да, то есть вот каких-то серьезных таких энергий, переплетающих вас, я пока не вижу. Хорошо. Хорошо. Кто вы для этого мужчины и для чего вы ему? Немножечко голос у меня здесь садится, потому что, сами понимаете, жарко. Пьем все холодное, ледяное. Итак, кто вы для него? Опа, императрица. Он надеется на то, что вы, скорее всего, станете его женой. Так, кто вы для него? Ну вот смотрите, здесь мужчина выбрал вас. Выбрал вас для серьезных отношений. Ему очень хотелось бы, чтобы вы были его настоящей императрицей, то есть женой. Но прыгать и радоваться, наверное, было бы преждевременно, потому что выбрал он вас по причине вашей ресурсности. Потому что вы, девяточка пентаклей, вы несете для него некий шанс золотой выпрыгнуть в другую реальность. Знаете, я недавно слушала интересный диалог двух мужчин, и один из них спрашивал другого, что знаешь ли ты, что существуют женщины-ступеньки? Да, женщины-ступеньки, существуют женщины-квартиры, и это все действительно о неприятных для нас, девочках, вещах, да, о том, когда мужчины выбирают нас из-за денег, из-за того, что мы можем им дать.
а вовсе не из-за того, что мы девочки, не из-за нашего сердца и не из-за нашего богатого внутреннего мира уж точно. Так вот, значит, здесь мужчина воспринимает вас как женщину-ступеньку, да, женщину, которая, наступив на которую, да, благодаря которой можно пройти в какую-то более прекрасную, более обеспеченную жизнь, более обеспеченную реальность для него. И вот здесь мы с вами не должны воспринимать слово «обеспеченное» как нечто действительно богатое. Да? Вы можете просто уметь зарабатывать деньги, быть трудоголиком, или просто вы очень ответственный человек, вы всех, кого приручили, тащите на себе. Вот. И поэтому вы для него девятка пентаклей. Может быть, у человека вообще ничего нет, а у вас есть квартира. Да? И поэтому вы для него как элемент благополучия, ступенька, по которой можно войти в какое-то светлое будущее. Вот, вы меня простите, я очень надеюсь на то, что вы не обидитесь. Да? Просто это сравнение, оно наиболее точно описывает, как человек вас видит. И вы должны это очень-очень хорошо все понимать для того, чтобы думать, идти с ним в эти отношения или нет. Готовы ли вы быть для такого человека ступенькой? Что он вам дает в ответ? Да? Ведь должен быть определенный энергообмен. Если он только капризничает и требует что-то, ну, слушайте, как бы, может и не стоит это дальше нести, это дальше нести. Итак, для чего вы ему? Хочет он на вас жениться, хотел бы, чтобы вы были его императрицей. Для начала очень хочет вас завоевать, но причем завоевать здесь без действий каких-то. Вот он считает себя настолько подарком небес, да, что вы должны влюбиться и все ему вот это принести по девятке пентаклей, чего он там хочет, самостоятельно. Понимаете? А он просто есть, девочки, он просто есть. Он хорош тем, что он есть на этой земле. Это меня возмущение начинает немножечко колбасить, поэтому слов не хватает. Давайте смотреть, есть ли у нашего Буратино чувство в глубине сердца. Давайте смотреть. Есть ли у него чувства к вам в глубине сердца и какие они? Ну, слушайте. Блокирующая карта и отшельник как-то не совсем про чувства, девчонки. Что означает блок? Собака. И хотела бы я вам рассказать о каких-то невиданных чувствах, особенно после первой позиции, где действительно чувства были. Но не могу, девчонки, потому что карты четко нам доносят информацию. У этого человека нет к вам чувств в глубине сердца. У него есть осознанный, четкий, логический, очень расчетливый выбор вас как ресурса. Потому что туз пентаклей и императрица – это не про чувства. Это не про чувства. Это про то, что ему нужен ваш ресурс. Вы очень ресурсная женщина. Вы можете его обеспечивать. Это вот напрямую говорю о чувствах человека. Здесь вообще не про чувства. Человек любит только себя. Он зациклен на себе и на своей лени. Для него важно продолжать лежать, продолжать проживать свою жизнь в удовольствиях, в ленности, в ничего не делании и каких-то оправданиях этого. Но когда человек хочет такой жизни, да, должен же быть кто-то, кто его обеспечивает. Вот он выбрал вас для этой роли.
понимаете? Потому что здесь нет никаких чувств в глубине сердца. Здесь все заблокировано, чувства отсутствуют. Они не то, чтобы они были, он их заблокировал, нет. Их не было. Человек от чувства беспомощности, одиночества и неспособности устроиться в этой жизни ищет себе сильную женщину. Вы сильная женщина. Все, что он говорил, делал, пытался как-то вас, по-своему завоевать, если так можно сказать. Все это была определенная маска для того, чтобы обаять вас, для того, чтобы подсадить вас на себя. А по сути, в глубине сердца у него цели. У него не чувства, у него цели. И эта цель, чтобы вы его обеспечивали, воспользоваться вашей ресурсностью, не забрать у вас какие-то деньги, да, это не временная цель, это серьезная, полномасштабная цель, воспользоваться вашей ресурсностью. Вот как-то так, мои дорогие. Думаете, возможно, вы не случайно слушаете этот расклад, да, может быть, вам пришло время принимать какие-то решения, а вы не знали, да, правильно ли вы все это осознаете, правильно ли вы все это чувствуете про него. Может быть, дать ему какие-то шансы. Но здесь не про шансы. Благодарю вас, мои дорогие двоечки. Двигаемся дальше. Позиция номер 3. И смотрим, троечки дорогие, что между вами, да? Ситуация между вами. Угу. Ну вот смотрите, мне говорят, что между вами легкая, теплая симпатия двух людей, которые, может быть, вместе работают, или вы находитесь в одной дружеской компании, или, допустим, вы клиент этого человека, он ваш доктор, или вы его, может быть, какой-то юрист, банковский менеджер, риэлтор, да, очень-очень много есть специальностей, когда люди на некой деловой на некой деловой почве знакомятся друг с другом, и между ними возникает вот эта симпатия, притяжение, которое может вырасти в определенные отношения. Но, как правило, да, это такая вот длительно длящаяся годами симпатия, которая ни во что не перерастает. Вот нам здесь показывает ситуацию очень-очень похожую, да, тому, что я сейчас говорю. Значит, вы можете быть замужем, или же у вас есть какие-то дети, или какие-то обязательства. Может быть, у вас есть больные родители, за которыми нужно смотреть. Но вы чувствуете себя связанной по рукам и ногам. Как будто бы у вас есть такие ограничения в жизни, да, которые не дают вам жить на полную катушку. Вы очень хотели бы все это сбросить с себя и куда-то убежать. Убежать в счастье, убежать в любовь, убежать в страсть, возможно, какую-то. Но обязательства вам не дают. Вы чувствуете себя жертвой каких-то обстоятельств. То ли жертвой вашего собственного мужа, да, за которым вы уже, может быть, 20 лет замужем. То ли, может быть, вы как раз-таки не вышли замуж, потому что родители вам не давали выйти замуж, да, то есть вы жертва родителей своих. Тут разные тоже конфигурации, вас много, да, как-то старайтесь под себя это все дело подрисовывать. Вот. А мужчина здесь может быть моложе вас, очень романтичный, очень эмоциональный, очень такой разговорчивый, балагур, который любит пошутить, любит
может быть, поговорить в стихах, да, может быть, он вам присылал стихи какие-то. Это человек, с которым интересно и легко. Вот легко. Общение с ним – это достаточно легкое общение, и этим он вас привлекает. Я не вижу, чтобы вас действительно что-то связывало. Вот я не вижу. Может быть, здесь есть и семьи, да, у каждого из вас. Вижу лишь, что между вами возможны легкие, временные какие-то, знаете, ограниченные по времени встречи, вот, которые то есть, то нет. Может быть, вы вообще даже и не общаетесь на тему любви, и вы смотрите, да, а есть или нет что-то к вам у этого человека. Вот. А может быть, вы общаетесь на тему любви, но оба понимаете, что все это очень легко, поверхностно, и не надо никуда уходить в глубину. Ну вот как-то так, вот такие отношения показывают. Давайте посмотрим, кто вы для него, для чего вы этому человеку. Кто вы для него, для чего вы ему. Кто вы для него, для чего вы ему. Вы знаете, это очень интересно, но мужчина хотел бы с вами каких-то отношений. Вот если этих отношений еще нет, он очень хотел бы с вами что-то начать. Он говорит, что вы для него возможность открыть какую-то новую страницу жизни. То есть вы для него возможность начать все сначала. Вот так. Значит, может быть, он развелся только что, да, как бы, и вы женщина, которая соответствует его представлениям, да, о браке, и он хотел бы заново встречаться, соединиться узами этого брака с вами уже. Вот. А может быть, вы оба не свободны, и человек хотел бы начать все сначала именно с позиции эмоций, любви. Я хотел бы снова почувствовать любовь, да? Я хотел бы снова прожить какие-то эмоции, притяжение и так далее. Вот, то есть здесь мужчина воспринимает вас как женщину, с которой он хотел бы начать новую страничку жизни. Что-то новое прожить, новое прочувствовать, и все это с вами. Да? Значит, также он говорит о том, что вы ведьма. Он говорит о том, что у вас есть какие-то способности к чувствованию. Может быть, вы моя коллега, таролог, да? Может быть, вы его просматривали на картах, а может быть, кстати, он ваш клиент именно в этом направлении. Вот, значит, он прям уверен в том, что вы ведьма. Или вы практик, и он об этом знает, или человек подразумевает некую ведьмовскую энергию, колдовскую такую, да, энергию колдуньи, когда женщина притягивает непонятно почему, когда мужчина о ней бесконечно думает и не может от этих мыслей никак освободиться. Вот, может быть, такую энергию он имеет в виду. Вот, но он говорит о том, что вы находитесь в ограничениях. То есть нам сигнификация показала, что вы действительно находитесь в ограничениях неких, да? И он тоже знает об этих ограничениях. Он говорит о том, что она прекрасная колдунья, и я очень хотел бы с ней начать что-то новое для себя, прожить какие-то новые энергии, но она находится в ограничениях. И из-за этих ограничений, да, рушатся все мои планы. Здесь очень бы подходила ситуация, да, если вы замужем, и мужчина хотел бы с вами что-то начать, да, но вот эти ваши ограничения, ну, то бишь муж, по-простому говоря, не дают ему заглянуть в ваши прекрасные глаза.
Хорошо. Давайте смотреть чувства из глубины его сердца. Летит гидроплан. Вы сейчас слышите его звук, но он пролетает вот здесь над деревьями, поэтому не увидите, я думаю. Итак, смотрим дальше. Смотрим дальше. Что же у нас там в глубине его сердца? Влюбленность присутствует. Здесь человек где-то за вами подглядывает, быть может, в интернете. Может быть, у вас есть какая-то страничка в социальных сетях, и он вас там разглядывает. Он не просто подглядывает, он где-то вас разглядывает. Ему очень нравится ваша внешность, ему очень нравится ваше лицо, очень нравится, может быть, ваша фигура, какой-то, знаете, там поворот головы. Вот он что-то разглядывает, постоянно разглядывает вас. Здесь есть влюбленность по двойке кубков и по дьяволу. Здесь такая, знаете, очень много мыслей о вас, очень много притяжения внутри. Человек постоянно 24/7 о вас думает. Вот смотрите, как интересно. Сигнификация показала что-то поверхностное, да, что-то такое легкое, что-то, что может легко закончиться. А вы ведь проникли глубоко в сердце этому человеку. Вы для него совершенно не проходящая мадемуазель, понимаете? Вы для него что-то серьезное, глубокое, такое ранящее уже. Значит, он влюблен, он испытывает притяжение к вам, он испытывает страсть, у него очень много фантазий насчет вас. Здесь человек действительно много сексуально фантазирует о вас, как о женщине. Вот. Но это не какие-то такие, знаете, некрасивые фантазии. Это просто, ну, скажем, я не могу ее получить прямо здесь и сейчас, могу хоть попредставлять, да, уж пофантазировать там мне никто не запретит. Вот он сначала вас где-то разглядывает, а потом фантазирует о вас вот в этих всех эротических смыслах. Вот здесь человек очень хотел бы вам нравиться, очень хотел бы, чтобы вы тоже проявляли больше симпатии к нему, чтобы вы его хотели. Он хочет, чтобы вы его хотели. Понимаете, дело даже не в симпатии, а именно в желании. И здесь человек очень хочет сексуального контакта с вами с позиции того, что я сделаю все, чтобы ей понравилось. Я бы сделал максимум в сексуальных отношениях с ней, чтобы она хотела только меня. Понимаете? То есть он хочет этого для вас. Он хочет что-то для вас сделать в постели. Вот так, по-простому, если. Вот. Очень много страсти, очень много мыслей, очень много, когда он думает, он все это проживает внутри, да, то есть возникают определенные чувства. Человек здесь стремится к вам, очень хочет вами обладать. Вот. Но натыкается на вот эти ограничения. Как будто бы он говорит, в моих фантазиях она уже моя женщина. В моих фантазиях я обладаю ею. Мы вместе с ней, да, не просто обладаю в постели, а ну вот мы с ней вместе, да, у нас любовь. А в реальности, к сожалению, присутствует третий фактор. Он даже не говорит, что это прям конкретно муж или его жена, например, а какой-то третий фактор. Присутствует третий фактор, из-за которого все это, к сожалению, невозможно. Вот о чем он говорит. Вот. Чувство здесь есть, да, это не какая-то такая, знаете, глубочайшая любовь всей его жизни, но это прям такая страсть, притяжение, которое возникает как раз в начале отношений или когда, может быть, они длительные, но
невозможно что-то серьезное. Да, и мужчина вот долго хочет женщину, и долго о ней мечтает, и ее немножечко идеализирует. Вот так, чувства здесь имеются. Ну что, мои дорогие, вот такой у нас сегодня с вами получился расклад. Благодарю вас за ваше внимание. Надеюсь на то, что вот эта прекрасная картина за моей спиной добавила вам, настроение, наверное, прежде всего, да, какого-то ощущения счастья, радости. Благодарю вас, мои хорошие, еще раз. И как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!